«Великолепный век» – турецкий сериал, который покорил весь мир истории о полной драме жизни при дворце султана Сулеймана Великого. Любовь и интриги плетутся в знаменитом дворце Топкапы с его гаремами. После выхода сериала спрос на эту достопримечательность Стамбула стал просто огромным. Хочу заметить, что это действующий музей в самом центре Стамбула, поэтому ни о каких съемках многосерийного сериала здесь речи быть не могло. Поэтому турецкие киношники выстроили полную копию дворца. По сравнению с остальными известными нам резиденциями, такими как Эрмитаж, Лувр, Петергоф, Стамбульский дворец имеет скромный вид. Может, роскошь и была, но от нее мало что осталось, но посмотреть все же есть что. Гарем во дворце Топкапы в Стамбуле – это отдельный музей на территории знаменитого дворца. Гарем в переводе «священное место». Место не для всех, был только для избранных султана и его семьи. Сегодня же посетить его может каждый, стоит только приобрести билет. По своей структуре гарем делится на 4 секции. Первая для сотен евнухов, проживающих в гареме. Они были ответственны за безопасность в гареме. Вторая секция гарема была посвящена наложницам. Третья секция гарема принадлежала матери султана Валиде. Эти покои находились между покоями султана и секцией наложниц. Это была самая властная женщина в гареме. Четвертая секция гарема состояла из помещений султана и хамама. Возможно, вас удивит, что гарем – это не роскошные покои тысячи наложниц, а небольшие комнатки и узкие темные коридоры, в которых постоянно случались не самые приятные события. Интерес к гарему подогревался еще и телесериалом «Великолепный век», где события развиваются в этом дворце во время правления Сулеймана Великого. В гареме существовала строгая система правил, иерархия обслуживающего персонала и наложниц. Управляла этим женским царством мать султана, которую называли Валиде. Затем вниз по иерархии шли сестры правителя, потом жены, здесь же жили дети. Залы, коридоры, переходы устроены так, что наложницы редко могли увидеть наследников, и одновременно в таком доме могло размещаться более 1000 женщин. Вместе с прислугой это был целый город со своими законами. Глава евнухов Аг-Галар отвечал за гарем перед султаном. Часть наложниц отдавали девочек родители, чтобы у них появился шанс обратить на себя внимание самого султана, родить наследника Османской империи. Девушкам давали другое имя, а затем обучали всем тонкостям кулинарии, этикета, вышивки, танцам и пению. Через определенное количество лет, если девушка не стала матерью наследника, ее выдавали замуж с государственного чиновника, да еще и платили пожизненное содержание. Каждый шаг девушки в гареме был прописан в негласном своде правил, сформировавшемся за тысячелетия. Подготовка наложницы для ночи с повелителем сопровождалась множеством ритуалов. Девушка отправлялась в баню, ее мазали эфирными маслами, потом красиво одевали и причесывали. Фаворитки султана жили лучше других. Они постоянно получали щедрые подарки, селились в более просторных комнатах с балконами. Знаменитый Золотой путь, самая старая часть гарема, датируется периодом правления султана Мехмета. Известно, что по Золотому пути султан шел в гарем после разных церемоний. Когда шел здесь султан, служащие выстраивались в 2 шеренги по обеим сторонам пути, чтобы получить золотые монеты, которые раздавались в такие моменты.
Вот почему этот мрачный коридор называется «Золотой путь». Этот коридор был свидетелем огромного количества исторических событий, в том числе и кровавых. Гарем был не домом разврата, а сложным механизмом существования султанской семьи. Самый низкий уровень занимали новенькие рабыни. Их подбирала валиде, мать султана, которая традиционно возглавляла гарем. Из плена крымских татар и османских пиратов брали девушек до 14 лет, потом долгое время их учили в гаремной школе читать Коран на арабском, писать на османском, играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать. Главные условия в кастинге – юный возраст, красота, здоровье и целомудрие. О дисциплине в гареме свидетельствует арабская вязь, которой украшены стены комнат и коридоров Топкапы. Это суры Корана. Так над резными мраморными воротами написано: «О, те, кто уверовали, не входите в чужие дома, пока не спросите разрешения, поприветствуйте миром их обитателей. Так лучше для вас». За эти двери в женские покои не имел права зайти ни один мужчина, кроме султана и слуг евнухов. Это были преимущественно африканцы, которых кастрировали египетские христиане во время прохождения караванов с рабами. Закон запрещал это делать мусульманам. Османские вельможи мечтали о женитьбе на султанской наложнице. Во-первых, это были самые красивые женщины в империи, отобранные для владыки среди многих порабощенных народов Европы и Азии. Во-вторых, они имели прекрасное воспитание, были обучены этикету и уважительному отношению к мужу. В-третьих, это было бы высшей милостью султана и началом карьерного роста на государственных должностях. Такое бракосочетание было возможно для наложниц, которые не имели интимных отношений с султаном. Таких через 9 лет освобождали от рабства и наделяли большим приданым, домом, золотыми украшениями и пенсией, то есть регулярными выплатами из дворцовой казны. История дворца Топкапы и Хюррем неразрывно связаны с друг другом. Достоверных фактов о жизни Хюррем или Роксоланы до того, как она попала в гарем дворца Топкапы, в официальных источниках не имеется. Есть предположение, что она родом из села Рогатин. Отец был сельским священником. При рождении получила имя Анастасия или Александра Гавриловна Лисовская. В 15-летнем возрасте девушка попала в плен к татарам. Ее несколько раз перепродавали, в результате чего она попала в гарем султана Сулеймана. Спустя некоторое время стала наложницей, а затем фавориткой только взошедшего на престол падишаха. Умная, начитанная, изысканная Хюррем стала для Сулеймана единственной любимой женщиной, но статус рабыни не позволял султану жениться на ней. Однако, вопреки всем законам и традициям, Сулейман женился на Хюррем. Это произошло в 1530 году. Это был невиданный случай в истории царской турецкой общины. Именно в эти помещения переехал гарем, во времена ставший фавориткой султана Роксоланы. Ранее помещения дворца располагались за пределами дворцового комплекса. Султан Сулейман пожелал иметь свою любимую жену рядом с собой и выстроил комплекс гарема непосредственно на территории дворца Топкапы. Всего в гареме дворца Топкапы около 300 комнат.
доступ к большинству из них закрыт. В комплекс гарема входили 2 мечети, 9 хамамов, больница, прачечная и множество потайных ходов и помещений. В отделке гарема использовался мрамор, золото, дорогие породы дерева, слоновая кость, изразцы и керамические плитки из города Изник. Но многое, увы, не сохранило время. Гуляя по дворцу, можно только представлять себе, что и сколько видели эти стены. Благодаря изобилию книг и фильмов на тему Османской империи, живые образы легко заменяют посаженных то там, то здесь манекенов, но романтизм эпохи меркнет на фоне событий, когда-то происходящих здесь. Борьба за власть всегда была, есть и будет безжалостной, и степень последней определяет лишь система ценностей, принятая в обществе. На фоне славы Османской империи Топкапы помнит ее ужасы, такие как массовые убийства наследников.